Привет, друзья! Мы в Айвалыке, и здесь мы на одну ночь. Завтра утром мы отправляемся паромом на остров Лесбос, а сейчас едем прогуляться на остров Джунда. Поехали с нами! Мы спускаемся к магистральной улице бульвару Ататюрка. По этой улице ездят все необходимые маршруты. На эту улицу мы приехали с автовокзала, и отсюда мы уедем на остров Джунда. Спускаться приятнее, чем подниматься. Но нам еще раз подняться, и все. Мы завтра утром спустимся, и на этом все закончится. Да. В этом месте, но место такое историческое. Да. Сюда, да? Да. Да, точно, мы резли по этому Можно на другую улицу. крутому спуску. Поднимались к нему, теперь спуск. Был подъем. И выходим на улицу, а там вон море видно. И поедем на остров Джунда. Будем искать автобус с названием Джунда, сказала нам хозяйка. Имя ее интересное — Ситиха. Милая, приятная хозяйка. Мы ей сюрпризы с Украины. Магнитик, шоколадку, монетку дали. Улички узкие. Вот это олеандры. Взрослые довольно-таки. Это какая-то сосновая. Это старый Айвалык здесь. Такое старинное здание, не знаю, что это. Пешеходный переход. На долмуше написан номер 10. Джунда Меркез. То, что у нас читается «С» в турецкой «Ж». Конечная остановка этой долмуши — это как раз старая часть острова. Билет стоит 2,5 лиры. Это примерно $0,50. Джунда уже давно соединена насыпным мостом, построенным в 60-е годы прошлого века с городом Айвалык, частью которого является. Кроме долмуши, из центра Айвалыка до острова можно доплыть на прогулочной яхте. Али-Бей, Джунда, Масханиси. В настоящее время его в основном называют Джундой. Название Али-Бей берет от командующего Али Читенкая, который первым пустил пулю врагу во время войны за независимость. Во времена греков остров назывался Масханиси, что означает «ароматный остров», а затем турки назвали его Джунда, что означает «пик корабля». На острове время застыло где-то в начале 20 века. Если убрать все атрибуты наших дней, то вполне можно ощутить себя в тихой Греции, не видавшей ни Первой мировой, ни греко-турецкого обмена. Здесь очень много старинных греческих домов, построенных в неоклассическом стиле. 3,5 лиры стоит проезд в этой маршрутке на одного человека. Здорово, хорошо, супер. По мосту проезжаем. Он ночью подсвечивается красиво. Вот Айвалык с моста. Пешком далековато идти. Устанете. Красиво вообще. Оригинально. Археологические раскопки на острове Али-Бей свидетельствуют о наличии поселений в районе раннего и позднего бронзового и железного веков. Остров также сохранил свое значение во времена римской и византийской эпох. Поэтому здесь очень глубокая история. Пальма. Класс, вообще симпатично. А вот эти. Ой, название забыла. Юки. Юки вообще шикарнючие.
Ух, развалились. Шикардос. Уно. А здесь колорит. Оливковые рощи покрывают почти 41,3% территории региона. Это более чем 2 миллиона оливковых деревьев. Поэтому здесь всегда производилось много оливкового масла, которое можно купить, собственно, как и сами оливки, и мыло, и косметику. Это сап? Чай. Оливковый? Yes? А можно понюхать? Пошет. Понюхать. Оно в пакетиках. Ну, подожди, попробуем. Ну, это. Green tea is Ой. А он видно, масло капает. Здесь мы купили оливковую пасту, пахучее красивое мыло и чай из оливковых листьев. Чай, кстати, без запаха. А сейчас перед вами сайт этого частного предприятия. Teşekkür. Bye. Думаешь, тебе положить? Какое милое место. Я его где-то видела уже в интернете. Видела где-то у кого-то в обзоре. Да. Этот остров мы еще посетим в вечернее время на обратном пути из острова Лесбос, на который мы отправляемся завтра утром. И вечером он другой, он тусовочный. Здесь в сезон море народа, который кушает, веселится, покупает сувениры. Кафе, особенно на берегу, переполнены. То есть, если вы хотите посмотреть архитектуру острова, то сюда нужно ехать не в жару, а либо утром или ближе к вечеру. Некоторые кафешки работают, но полностью все только вечером. Есть мини-магазины с продуктами. Ну и, понятное дело, много магазинов с сувенирами, оливковой продукцией, хендмеем. Как будто карамель на фабрике. Запах, да, бомбезный. Транспорт. Красиво, посмотрите, как дерево красиво связали ему узоры. Вообще прелесть какая. Красиво, зачетно. Балык эт. Они однотипные. По 5 лет. Evet oğlum. Abin nerede? Oğlum gel. Kuzey aradan çıkarsa eve gidecekmiş. Дондурма мороженое. Tamam yapacağım. Evet, dondurma alalım Osman abine. Bırak. Of istemiyorum.
Нескольких часов, которые мы провели на острове Джунда, было недостаточно для того, чтобы проникнуть в его тайну. Был ли это турецкий остров с греческой душой или греческий остров с турецким лицом? Не только традиции и культуры переплелись на нем, но и судьбы целых народов, таких близких и таких далеких, одинаково привязанных к этому благоухающему краю и считающих его своей родиной. А это слишком много для того, чтобы судить об увиденном со стороны. Я знаю, какие. Старинная архитектура. Балкон ажурный. Это ж не из металла, смотрите. Какая прелесть. Посмотрите, как здорово. Насквозь на улицу. Проход. Ставни какие. Очень красиво здесь. Такой вообще стиль здесь. Колониальный. Главной достопримечательностью острова остается церковь Таксиархис, названная так в честь архангелов Гавриила и Михаила. Здание это еще один образец неоклассицизма. Треугольный фронтон, арочные окна, ионические колонны и пилястры, поддерживающие архитрав, выполнены из чесночного камня Сарымсак-Таши, который добывают в карьерах Бадавута, недалеко от Айвалыка. Храм был построен в 1873 году и богато отделан изнутри, а в 1927-28 он переделан в мечеть. Во времена землетрясения 1944 года здание получило сильные повреждения и после этого оставалось заброшенным до середины 2011 года. После реставрации, осуществленной при поддержке фонда бизнесмена и мецената Рахми Коча, здесь расположился музей, носящий его имя. Каны отцвели. Это не знаю, что за растения. Знакомые. Цветы, ох и знакомые. А я не могу вспомнить название. Отелей много здесь. Такие ставинки. Очень атмосферно. Такой прикольчик. Туловище половина. Вау. Жаль, что мы устали. Ножки уже не носят, но здесь, конечно, супер. Вот такая дорожка. Поэтому обувь должна быть очень удобная. Вот как у Олежика. С закрытыми носками. Вот такими шлепками чревато. Потыкнуться и себе что-то подвернуть. Идти очень тяжело, потому что вымощено неравномерно. Но места очень красивые. Здесь нужно, конечно, гулять со свежими силами. А не так, как мы, задолбаны. Такие красивые автобусики маленькие. Просто песня. Вот такой нам подъем предстоит вверх, к нашему жилью. Центральная улица. Вон водичка. Вот такой подъемчик. Имейте в виду. Так вот располагается Айвалык. Крутыми склонами. Море. Вид